Обратите внимание на номера, которые сейчас выпадут. Номер 12. Номер 15. К чему я это, или для чего я это сейчас сделал? Мы сегодня поговорим о шпиле. Да, все прекрасно знают, что в районе зеро есть шпиль. Но как правильно играть шпиль? Вот в чем вопрос. И сегодня я отвечу вам на этот непростой, на самом деле действительно непростой вопрос. Потому что вы прекрасно знаете, что шпиль, который находится на треке, заключает в себе 7 номеров. 7 номеров. Недавно я говорил о Тиере, когда мы играли тремя соседями. И я говорил, что умная рулетка, не зря с одним зеро я назвал это умная рулетка, потому что она нам подсказывала в Тиере, что нужно играть тремя соседями, 13, 23, 33. Вот. И я сказал, что, точнее даже подсказал, или, скажем так, добавил, что нужно играть Тиер с краями 1.20 и 6.34. И сейчас я расскажу, почему Тиер 16 номеров, я уже сказал, и почему в шпиле нужно играть не 7 номеров, повторяю, вот эти 7 номеров, а чуть-чуть больше. Насколько больше? Давайте разбираться. Итак, рулетка с одним зеро – это умная рулетка. И мы все прекрасно знаем, что шпиль… Сейчас возьму. Что шпиль, который нам предлагает трек, состоит следующим образом. И у нас получилось, 4 фишками мы закрываем 7 номеров. В номере 26 мы ставим в номер 26, и у нас сплиты 0,3, 12, 15 и 32, 35. Конечно, замечательно, 4 фишками мы закрыли, но почему мы обижаем? Почему обижаем? 32, 35, сплит, да, можно поставить 2, там это понятно все. Но в данном случае мы играем 4 фишками, и, естественно, у нас получается, что здесь сплиты, а здесь номер 26. Так вот, именно умная рулетка мне и подсказала, почему я и назвал ее умная рулетка, что полный шпиль это не 7 номеров и 4 фишки, а полный шпиль это, я вначале сказал, обратите внимание на номера, которые сейчас выпадут. А полный шпиль это соседи 12, 15, ставим их в треке. 12, 15 и один номер мы в номер ставим 26. Вот вам полный шпиль. Почему? Почему именно это полный шпиль? Потому что у нас есть сосед 15, и у него номера 4,19. 4,19, потому что шарик может упасть в номер 15 и уйти не на 0,
а именно на свои соседи 4,19. А с другой стороны у нас сосед 12. И шарик может уйти. Шарик может уйти не на 3,15 на свой сосед, а на сосед 7,28. Следовательно, у нас получается, что полный шпиль заключает в себе не 7 номеров, а, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, а 11 номеров. Я думаю, вы меня услышали. То есть полный шпиль – это 11 номеров. Вы ставите 12, 15. Видите, как они прям друг против друга? Это не просто так. Они стоят друг против друга, и нужно просто помнить, что нужно добавить номер 26 и в поле, естественно, 28, 19, 4 и 7. Причем обратите внимание, что добавочные номера все идут в одной диагонали. Ну, 26 это уже как бы номер внутри этого шпиля, скажем так. А края, они идут не просто так, они, видите, идут на одной диагонали. Это как бы вам упрощается вот эта форма, как бы форма ставки шпиля. Видите, насколько она умная? Она все предусмотрела. И я много раз говорил, и ранее посмотрите, пожалуйста, посмотрите «Магия шарика». И вот я сейчас вам включу еще раз эту картинку, фото. Посмотрите обязательно «Время о высоком», сосед «Магия шарика», где я как раз и говорю о том, что шарик может перекатиться в ту или другую сторону, но не больше, чем на один либо на два номера. Это как раз он играет в свои соседи. Вот посмотрите, пожалуйста, фото. Вот это видео обязательно посмотрите. «Время о высоком. Сосед. Магия шарика». Если в Ютубе вы не найдете это видео, откройте в контактах, тоже мой сайт есть, мой контент, Сердце Лайф, и там посмотрите, потому что иногда он почему-то блокирует в Ютубе именно это видео, с музыкой, видно, связано. Я думаю, вы услышали меня. Давайте продолжим. Вот, а сейчас я уберу вот эти все номера. Все это я уберу. Понятно, что у нас 12-15 это шпиль с номером 26 в поле. Вот это полный шпиль. Соседи 7,28 и 4,19 это внешние соседи шпиля. Их тоже нужно ставить, если вы играете шпиль. Сейчас я это уберу. Единственное, я сейчас вам покажу ставку неделимые номера, для того, чтобы как бы еще раз акцентировать, что можно играть шпиль, как играть шпиль неделимыми номерами в случае, если у вас не хватает, скажем, сыграть в треке по каким-то финансовым, или, может быть, вы решили, так сказать, пока приглядеться, какие ставки. Вот посмотрите, пожалуйста, неделимые номера. Обратите внимание, вот неделимые номера. Я поделил колесо на 12 зон, они все по 3, кроме 5, 10, 23, 24, здесь вот внизу, да? Вот они. 5, 10, 23, 24. Единственное место, где 4 номера. Во всех других комбинациях только по 3 номера. И у нас и получается, обратите, как интересно, да? У нас и получается, что мы играем 9 номеров, мы играем шпиль 0, 26, 32, 3, 12, 35, 4, 15, 19, 3. Но еще надо будет дополнять и 7, 28, 29. Вот я покажу вам, как играть в поле неделимыми номерами шпиль. Посмотрите, играем 0, 26, 32, первая трешка. Справа у нас 4, 15, 19. А слева у нас 3, 12, 35. И
Закрываем еще сосед 12, это 7, 28, но так как у нас неделимые номера трешка 7, 28, 29, вот посмотрите, вот это полный шпиль. Полный шпиль, даже мы еще поставили 29, ну потому что это входит в трешку 7, 28, 29. Почему я так как бы пытаюсь достаточно объемно об этом рассказать? Потому что в случае, если много народу, а так как вы будете делать ставку, допустим, после броска, то нужно очень-очень быстро поставить эти номера. Если вы играете, я имею в виду, если вы играете в поле. Поэтому вот это вот полный шпиль в поле. Я думаю, вы меня услышали. Давайте продолжим. Сейчас я уберу это. Теперь поиграем в шпиль. 12-15 стоит, 26 стоит, напоминаю, это 11 номеров, полный шпиль, как полный штиль, нет, созвучно, конечно, полный шпиль. Скорости показывать не буду, потому что я буду использовать разные скорости, более того, я буду играть из разных точек, усложняя себе задачу сыграть шпиль, выпал номер в поле и зафиксировали на табло, пробуем. Номер 29. Вот это тот случай, когда шарик, если вы играете в поле неделимыми номерами, то играть нужно 7, 28, 29. Связку всю неделимую. Вот как раз тот случай. Видите как? Иногда это работает. Номер 32. Спин. Закрытая рука был. Zero. Какая бы ни была скорость у диска или какая бы ни была скорость у шарика, это имеет место быть на рулетке. Номер 15. Zero. Так, zero я поставил. Друзья, вот вы, допустим, несколько раз сыграли шпиль, да, и у вас сыграли номера, все замечательно, 0, 32, 0, 15, 0, великолепно, да, но дело в том, что технически так сказать, выстрелить несколько номеров прям точно, прям шпиль, как вот сейчас получилось, дилером, это очень-очень сложно, поэтому все-таки я рекомендую иногда все-таки увеличивать ставку. Сыграли 2 раза, 2-3 раза сыграли в зеро, допустим, подряд я имею в виду. Потом, если хотите опять сыграть в зеро, то лучше сыграйте 3 соседями. Давайте я вам покажу сейчас, что я имею в виду. Если кто-то вновь смотрит, чтобы было понятно, я сейчас фотографию покажу. 3 соседа, как я поделил зону колесо на 8 зон, и 3 соседями это 15 номеров. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот, еще раз, обратите внимание.
зона 0, 3 соседа, 0, 21, 28, то лучше все-таки сыграйте, пожалуйста, вот так вот. Я вот сейчас прям поставлю каким цветом? Желтым цветом. То, допустим, вот вы сейчас играли двумя соседями 26, а иногда все-таки играйте тремя соседями. Вот так вот. 0, 28, 21. У вас 3 соседа, и поле, уже в поле вы сможете добавить что-то. Там, вот, допустим, вот выпал 0, значит, может поближе к 0, может быть такой крупе, крутой, прямо, что прям вот прям в номер 0 падает, там, в его первые там края 0, 26, 32, неделимые. Вот это будет очень правильно. Сыграла, допустим, потому что отскочить шарик и отлететь там до двойки или 21 делать нечего шарику, просто делать нечего. Чуть-чуть передавил, и шарик полетел уже чуть-чуть дальше. Он останется в этом секторе, но уйдет за рамки, допустим, вот именно вот этих 11 номеров. Вот это я хотел вам предложить все-таки иногда использовать. И все, ну, потому что я считаю, что 4 раза сыграть подряд, 4 раза подряд сыграть именно zero, это очень-очень-очень непросто. Но мы продолжим. Вот я прямо так все оставлю, как есть, и продолжим. Оставим эти желтенькие 3 соседа и 2 соседа по 25. И посмотрим, как у нас будет получаться дальше. Номер 7. Как раз в данном случае сыграл сосед и 12 с внешней стороны, и номер соседа 28 также с внешней стороны. Продолжим. Замечательно. Номер 15. Вот у нас еще номер 28 сыграл. Вот обратите внимание, как раз и именно сосед и 12, и сосед 28 мы сыграли и в том и другом случае. Друзья, я сейчас сыграю очень сложный бросок при космической скорости диска и при космической скорости шарика. Я попробую сыграть заключительный бросок именно в шпиль. Не уверен, что может получиться, потому что такие скорости не используются. Если так будет закручиваться диск, просто в казино никто не будет играть. Но я все-таки попробую сыграть именно шпиль на мощный такой, мощный бросок. Он поставлен у меня, но это очень сложно. Вот посмотрите внимательно. Да, видите, как вращается диск очень быстро, вращается шарик очень быстро. Главное, чтобы он его не выкинул за борт. Но я играл шпиль. Ну, в данном случае выпал номер 21. Посмотрите, номер 21. У нас сыграл сосед 3. Сосед это бронза, желтенький 21. Одним немножко не хватило, но в данном случае это тоже очень-очень хороший результат. При такой скорости, ну, великолепно. Друзья, вот то, о чем я и хотел вам донести, рассказать, что шпиль надо играть. Шпиль надо играть. Сейчас я уберу желтенькие.
Шпиль надо играть двумя соседями 12-15, они напротив. Это не случайно. Умная рулетка это все нам предусмотрела, подсказала. И так как не достают эти соседи до номера 26, а в шпиле, если вы помните, в шпиле у нас как раз именно 26 нужно ставить в номер. Вот он шпиль, смотрите. То есть уже здесь изначально нам рулетка подсказывает, что номер 26 нужно играть целиком в номер. А так как это сплиты у нас, соответственно, нужны какие-то комбинации. То есть додумывайте сами, что я имею в виду. Это нам говорит рулетка. И я это очень быстренько определил уже давно. И сейчас делюсь, потому что пришло время уже как бы на примерах наших прошлых практических занятиях уже подошли к тому, что о теории мы поговорили, а сейчас говорим о том, как играть правильно шпиль. Итак, полный шпиль. Два соседа 12-15, в поле добавляйте номер 26. Вот это полный шпиль. 11 номеров. Посчитаем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. То есть от 7 до 4. Думаю, вы меня услышали, и в дальнейшем, когда вы будете ставить шпиль, просто ставьте 12-15 и добавляйте номер 26. Это полный шпиль. В случае, если шарик перекатится в свой сосед, это будет 19 крайний, либо 4, это 15, либо, если от 12, это будет 7, 28. А если играете неделимыми, напоминаю, играйте 7, 28, 29. Ну что, друзья, опять же, было приятно с вами пообщаться, надеюсь, это взаимно. Хочу вам пожелать всего наилучшего. Спасибо, что мы были вместе, и до новых встреч.